Привет, армия! Недавно мы стали свидетелями одного из тех моментов, которые многие фанаты жаждали пережить вновь. Чингук вышел на сцену с Джей Хоупом и Джином. Это было словно возвращение в то время, которое мы все вспоминаем с теплотой. Видеть их троих вместе было поистине особенным, не только из-за энергии, которую они излучали, но и из-за того, как идеально они дополняли друг друга. Чингук исполнил «Idol» и «So What» с его фирменной силой. И когда он это сделал, невозможно было не улыбнуться, наблюдая, как они веселятся вместе. В середине выступления они устроили веселую водную битву, которая стала одним из самых захватывающих моментов шоу. Они обливали друг друга водой, смеялись от души и наслаждались моментом так, как умеют только они. Чингук непринужденно властвует над сценой, он выкладывается на полную каждую секунду, и очевидно, что он любит свою работу. Это страсть, одна из причин, по которой его так любят. Вид его смеха с Джей Хоупом и Джином напомнил нам, как сильно мы скучаем по динамике между участниками, по мелким деталям, которые делают BTS семьей, но в то же время есть небольшая пустота. Многие из нас думают о Тэхёне, даже когда его нет на сцене, его отсутствие ощущалось, и в каком-то смысле он все еще был там во время So What. Когда началась водная битва, невозможно было не думать о Тэгуке, песня всегда возвращала воспоминания о них. Была сцена, которую многие фанаты никогда не забудут. Чингук вернулся на сцену, чтобы держать Тэхёна за руку и вместе спеть «So What», как будто они хотели сказать миру, что ничто не может их сломить. Этот момент остается одним из самых значимых для тех, кто следил за их историей, и каждый раз, когда играет песня, это как будто заново его переживать. Видеть Чингука на сцене в этот раз вернуло все эти воспоминания. Странно, как песня или простой жест могут связать так много моментов, даже при том, что Тэхёна физически там не было его. Присутствие чувствовалось, то, как Чингук улыбался, энергия толпы, во всем, казалось, было немного Тэкука. Это было молчаливое напоминание о том, как много они значат для своих поклонников. Мы так скучали по Тэхёну на сцене, особенно видеть, как Тэкук разделяет те моменты, которые навсегда остаются с нами. Тем не менее, было трогательно видеть, как Джей Хоуп, Чингук и Джин снова разделяют это пространство, напоминая нам, почему BTS остаются одной из самых любимых групп, каждое выступление и каждый маленький жест между ними, сохраняя надежду увидеть их снова вместе. И когда этот день настанет, мы знаем, что Тэкук снова принесет те простые, но значимые моменты, которые всегда вызывали улыбки на лицах их поклонников с самого начала. Воспоминания о зимних моментах Тэкука всегда вызывают теплые чувства, как будто все немного замедляется. Они всегда говорят, что предпочитают зиму, потому что для них зима имеет что-то более романтичное, чем лето. Может быть, это свет, свежий воздух, или как мир кажется спокойнее. Тэхён родился в декабре, месяц, который всегда полон прекрасных вещей, праздников и чудес, и каким-то образом это имеет смысл, потому что для Чингука Тэхён всегда был таким маленьким чудом. Одно из самых сладких воспоминаний, которые они разделяют, это день, когда Чингук решил признаться в любви очень простым, но уникальным способом. Тэхён играл с плюшевым мишкой, смеялся, как ребенок, в то время как мягко падал снег. Чингук наблюдал за ним мгновение, ничего не говоря, просто наблюдая за улыбкой, которую он так любил. Затем он взял снег и терпеливо сформировал из него шар, который был необычным шаром. Это был подарок. Он положил внутрь маленького плюшевого мишку, точно такого же, как у Тэхёна, и вместе с ним он написал короткое письмо, одно из тех писем, которые не требуют много слов. Он сказал ему, что когда ты действительно близок с кем-то, слова не нужны. Когда Тэхён получил снежок, он улыбнулся так, что Чингук никогда не забудет. Он бережно держал его, как будто боясь сломать что-то столь прекрасное. Это был простой, но любящий жест. В тот момент не требовалось никаких объяснений. Любовь была в деталях, в тишине вместе, в том, как они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Зима принесла еще больше воспоминаний. Когда они были студентами, они тайком уходили с Вугой кататься на сноуборде. Чингук всегда пытается научить их новым трюкам, в то время как Тэхён смеется каждый раз, когда они падают. Холодные руки, общие шарфы, пар их дыхания, смешивающиеся в холодном воздухе. Все это запечатлевается в их памяти, мелочи. Но для тех, кто следил, эти моменты являются напоминанием о том, как сильно они понимают друг друга, не говоря много. Любовь, в конце концов, проявляется не только красивыми словами или сложными обещаниями. Любовь проявляется в жестах, в заботе о других, в подготовке
чего-то особенного, в том, чтобы заставить их смеяться, в желании видеть их счастливыми. Чингук всегда понимал это. Вот почему каждая деталь, каждый маленький подарок, имеет частичку его, и Тэхён всегда понимал. Сейчас многие говорят, что Тэгука больше нет рядом, только потому, что их не часто видят вместе. Но это ничего не значит. Иногда самая сильная любовь – это та, которую не всегда показывают. Тэхён может молчать, но это не значит, что что-то сломано. Настоящие отношения не нуждаются в доказательствах или постоянных объяснениях. То, что у них есть, выходит за рамки видимости. Это то, что вы чувствуете, даже не видя их. И несмотря на разговоры людей, те, кто следил за их историей, знают, что связь все еще существует, такая же сильная, как зима, которая заставила их расти вместе, потому что иногда любви не нужны толпы, просто присутствие. И они всегда знают, как быть друг с другом, даже в тишине. Это добавляет к тому, что многие тэкукер поняли за эти годы, у Чингука и Тэхена. Очень уникальный способ быть вместе, способ, который невозможно подделать или полностью объяснить. Это не только то, как они смотрят друг на друга, но и то, как они, кажется, находят друг друга, даже не пытаясь. Иногда достаточно просто увидеть их в одном кадре, чтобы понять, что между ними что-то есть. Неважно, окружены ли они камерами, сотнями людей, или находятся в середине интервью, они всегда поддерживают связь, которую, кажется, невозможно скрыть. Нет никаких преувеличенных жестов, нет слов, пытающихся что-то объяснить. Они просто понимают друг друга, эта естественность не наигранная. И вот почему она кажется такой реальной. Чингук не показывает такие жесты никому другому. И когда вы видите его с Тэхеном, разница настолько очевидна. Это то, что вы не можете игнорировать, как бы вы ни старались, когда Тэхен получает снежок. Это один из тех простых моментов, которые будут длиться вечно. Он улыбнулся так, как Чингук ясно помнил, как будто время остановилось на секунду. Тэхен держал его осторожно, как будто боясь сломать его, хотя это был всего лишь маленький предмет. В его выражении было что-то большее – привязанность, удивление и нежность, которую он иногда показывал, не осознавая этого. Чингук смотрел на него, не говоря ни слова, и хотя слов не было, взгляд говорил сам за себя. Иногда не нужно говорить, чтобы понять, что происходит между двумя людьми, и этот момент был доказательством этого. Любовь, или что бы это ни было, что связывало их, было там, в тишине. В том, как они смотрели друг на друга, в том, как кто-то, казалось, понимал друг друга, не нуждаясь в объяснениях. Зима всегда была частью их, не только потому, что они делились занятиями или событиями, но потому, что было особое чувство в том сезоне, которое охватывало их. Когда они были стажерами, они тайком убегали с Угой кататься на сноуборде. Чингук, с его обычной энергией, пытался научить его новым трюкам, даже если у него ничего не получалось. Тэхён смотрел на него, забавлялся, смеясь. Каждый раз, когда он падал, и в конце концов они оба разражались смехом, их руки были красными от холода, их общий шарф, пар, который поднимался от их дыхания, когда они говорили, все это было частью рутины, которую никто не просил их создавать. Но они продолжали это просто потому, что так было правильно, было легко увидеть, что даже в обычные дни было что-то более глубокое в том, как они были вместе. Иногда, когда они спускались с горы или садились отдохнуть, они не говорили ни о чем важном. Тэхён смотрел на небо, Чингук молча играл в снегу, и между ними был своего рода легкий мир. Это были не прекрасные моменты, которые определяли их, но в те короткие секунды, когда мир, казалось, сужался до них двоих, если бы кто-то посмотрел на них издалека, они могли бы подумать, что они просто друзья, проводящие день. Но для тех, кто обращал внимание, было что-то большее, что-то чувствовалось в этих деталях, в том, как Чингук слегка наклонялся к нему, когда они говорили, в том, как Тэхён касался его руки, чтобы заставить его рассмеяться. Как меняется атмосфера, когда их взгляды встречаются, с годами, способ, которым они взаимодействуют, не изменился. Вместо этого он стал более естественным. Даже на сцене или во время прямых трансляций есть жесты, которые показывают одинаково сильную связь, прикосновение к плечу, общая улыбка, когда никто не понимает, или взгляд, который кажется целым разговором. Люди могут подумать, что это совпадение, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это не так. Между ними царит комфорт, который не нуждается в представлении. Чингук чувствует себя расслабленно, когда Тэхен рядом, и Тэхену кажется более комфортно, когда Чингук с ним. Это маленькие детали, которые, если их объединить, рассказывают историю без необходимости их явно указывать.